Всем привет! Сегодня приготовим вкусный пирог со сливами и безе. Такой пирог готовится несложно, но так как он получается красивым и необычным, то его можно подавать даже на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Подготовим сливы для пирога. 600 грамм слив моем, разрезаем пополам и вынимаем косточки. Приготовим тесто для бисквита. 8 яиц разделяем на желток и белок. Посуда обязательно должна быть чистой и сухой. Белки пока отставляем, а желтки выливаем в чашу миксера. Сюда же насыпаем 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Желтки взбиваем миксером до побеления и увеличения в объеме. В зависимости от мощности миксера на это уходит примерно от 5 до 10 минут. В хорошо взбитые желтки тонкой струйкой добавляем 10 грамм рафинированного подсолнечного масла и 50 мл теплой воды. Все взбиваем на высокой скорости миксера до получения достаточно плотной однородной массы. В сито насыпаем 110 грамм муки, 30 грамм крахмала и 5 грамм разрыхлителя для теста. Во взбитую массу просеиваем сухую смесь в 3 подхода, каждый раз вымешивая тесто лопаткой. Тесто нужно вымешивать аккуратно, недолго и без резких движений, чтобы оно не осело. Приготовленное тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Аккуратно и равномерно распределяем его по форме. Размер моей формы 22 на 22 сантиметра. Сверху на бисквит выкладываем сливы срезом вверх. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 35 минут. Когда бисквит со сливами пропечется уже 25 минут, начинаем готовить безе. От оставшихся белков отливаем 140 грамм белков. Эти белки выливаем в сухую чашу миксера. Начинаем взбивать. Когда появится пена, постепенно не прекращая взбивания, насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем до плотной устойчивой массы. Еще больше разных вкусных пирогов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В хорошо взбитые белки насыпаем 30 грамм крахмала и перемешиваем сначала лопаткой. А затем опять взбиваем миксером примерно 1 минуту, чтобы разошлись комочки. Бисквит со сливами к этому времени уже испекся, вынимаем его из духовки. Сверху на горячий бисквит выкладываем взбитые белки. Все равномерно распределяем по коржу. На белках для красоты ложкой делаем волны. Все опять ставим в духовку. Температуру уменьшаем до 150 градусов и включаем конвекцию. Запекаем еще 20-25 минут. Если нет конвекции, то печем в режиме вверх плюс низ тоже при 150 градусах. Пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть. Остывший пирог отделяем от формы и переставляем его на блюдо. Пирог со сливами и безе получился очень вкусным и необычным. Сладкий воздушный бисквит на желтках отлично сочетается с кисло-сладкими сливами, а безе, как нежное облачко, дополняет вкус. Если вам понравился вариант такого пирога, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.